Добрые дела часто остаются незамеченными. Если человек явно не скажет о том, что он совершил хороший поступок, то его действия мало кто оценит. Ведь большинство воспринимает бескорыстные подарки как должное. Но некоторые все же могут надеяться на ответную благодарность. Например, как герои этой истории. Правда, за добро его отблагодарили не люди, а дикие животные. Случилось это в начале 2000-х годов в диких лесах Камчатки. В этих краях жил немолодой лесник, который, как и многие местные жители, являлся заядлым охотником. Больше всего ему нравилось добывать камчатского барана, так как мясо этого животного обладало неповторимым вкусом и считалось очень полезным для здоровья. После прогулок по лесу мужчина любил оставаться на ночевку в охотничьем домике. Здесь он готовил на костре вкусный ужин, спокойно отдыхал, а рано утром направлялся домой в ближайшую деревню. У охотника была традиция, которая многим казалась странной. Перед тем, как уйти, он часть своей добычи оставлял неподалеку от лесного домика. После него повсюду были разбросаны куски сырого мяса, оставшиеся от разделки бараньей туши. Сам лесник объяснял это тем, что ему было жалко волков. Дело в том, что их в Камчатке осталось совсем мало, всего около 100. Но несмотря на то, что данный вид является по сути вымирающим, люди продолжали на него охотиться. Подкармливая волков, пожилой охотник хотел хоть как-то поддержать численность этих редких камчатских хищников. Сами звери подходили к охотничьему домику только тогда, когда рядом никого не было. Они слишком боялись людей, так как любой человек представлял для них опасность. Поэтому животные с осторожностью ели подаренное им мясо и тихо возвращались в лесную чащу. Охотник иногда наблюдал за ними издалека. Ему было приятно помогать животным. Так прошло несколько лет. За это время количество волков увеличилось. На запах еды уже приходили совсем молодые щенки. Это говорило о том, что старания человека не были напрасными. Как-то раз лесник возвращался с удачной охоты. С собой он нес тушу только что подстреленного барана. Идти в деревню было поздно, и охотник направлялся к лесному домику. Мужчина уже почти подошел к месту ночлега, как услышал сбоку от себя страшное рычание. Повернувшись на звук, человек увидел, как зашевелились кусты, а из них вышел огромный медведь. Бывалый охотник не растерялся, он быстро выхватил нож, так как понимал, что воспользоваться ружьем уже не успеет, но шансов спастись все равно практически не было. Зверь уверенно шел прямо на него, внезапно раздался волчий вой. Стая серых хищников с бешеной скоростью выскочила из-за деревьев и бросилась на медведя. Волки хватали его за лапы и тут же отскакивали назад, чтобы большое животное не успело причинить им вреда. В конце концов, медведь с диким ревом бросился бежать. Он не мог справиться с таким количеством яростных противников. Волки не стали его преследовать. Они остановились и повернулись в сторону лесника. Мужчина подумал, что хищники теперь нападут на него. Но звери постояли еще несколько минут, спокойно развернулись и направились в лес. Лесник еще долго не мог прийти в себя. Утром в знак благодарности он оставил волкам всю свою добычу и пошел к себе в деревню. Ружье было наготове на случай возвращения медведя. Человек не ожидал, что волки ответят ему добро, ведь он подкармливал их не для того, чтобы приручить, а из любви к живой природе. Но хищники все же нашли способ, как отблагодарить лесника. Они спасли мужчине жизнь. Примечательно, но после победы над медведем звери даже не попытались напасть на охотника или хотя бы отобрать у него только что убитого барана. Видимо, чувство признательности иногда для них важнее животных инстинктов. Если у вас тоже есть своя история и вы хотите о ней рассказать всему миру, присылайте ее нам, и мы опубликуем ваш рассказ у себя на канале. Всем хорошего дня!